Всем шалом, люди добрые. В общем, сегодня покажем вам одну очень интересную систему, которая срабатывает тогда, когда выключается электричество, и рыбки ваши остаются кислородом. Я думаю, вы много видели таких систем, я также показывал, но Виталик сегодня покажет нам другую систему аналогично. Я думаю, такую вы еще не видели. И он покажет, как он ее исполнил, расскажет, насколько ее хватает. И она еще не в единственном экземпляре, есть еще вторая такая же, да? Да. Поэтому сейчас все покажем. Ну, по традиции, сами знаете, да? Напишите, что там надо приготовить, пока мы вам будем показывать. Но мы начинать. Ну, показывай, рассказывай, а то уже люди все приготовили, Ну, у уселись. Все эти аквариумы в нормальное время подключены к компрессорам Шегу. Вот там стоит внизу. Ну, их сейчас не видно и не увидишь. Они там внизу есть компрессоры Шега. Вот там запрятанные в самом Ну, я низу. думаю, вы нам поверите, что они там есть. Нет, они там запрятанные, голос это. Вы Чтобы можете увидеть, вон просто воздух идет. не шумели, ничего. Вот подключено по одной системе. От этого Шега, двухканальный Шега, самый большой. И по трубочкам идет по всем аквариумам. Но когда началась проблемы, и поэтому надо было что-то придумывать то, что будет работать и снабжать рыбку хотя бы кислородом. Пускай не электричеством, но хотя бы кислородом. Я долго сидел, думал, долго перебирал всякие там варианты и с теми компрессорами, которые от USB, которые есть в розничной продаже. Но скажу так, те компрессора, которые от USB, которые продаются уже готовые, от пауэрбанков, которые можно подключать, ну они не настолько производительные, чтобы запустить все мои аквариумы на эту всю систему. Они, да, они способны обогащать кислородом один, ну максимум два небольших аквариума. Но такое количество аквариума, как у меня тут, достаточно. Ну, не могут они этого сделать. Потом я начал искать альтернативу этому всему. И нашел случайно нашел такие компрессора. Они используются, сами насосики, ну, как называемые, будем говорить так, не компрессора, а сами насосы. Вот такой насос. Вот. Это я уже приделывал провода к нему, все. Эти насосы используются, есть их несколько вариантов. Один вариант используется в вакууматоре, который, ну, продукты вакуумом вакуумировать и тому подобное. Но этот насос, но у них идет прокачка, у вакууматоров идет прокачка, они могут создавать давление и на такое количество. У меня есть такой где-то насос один валяется, если я его где-то кому-то не дал ребятам, знакомым, потому что я многим давал, потому что у меня есть запасные, я живу в запас. Но он не прокачивает такое количество аквариумов, потому что он качает где-то около 2,5, 2,3, 2,7 литров в час. Этот же вакууматор, это не с вакууматора, это с зубопротезного кабинета выкачивать с помощью давления, выкачивать все в зубопротезке. Он выдает 4,7 атмосферы давления. Он трехпоршневой, тут стоит такие фибры, ну, 3 резиночки. Они на всех стоят, на таких вакуумирующих насосах, 3 резиночки. Он может работать от 5 вольт, он работает от 3,5 вольт до 6 вольт. Это я сделал переходной для себя, если там надо куда-то перевозить рыбу от пауэрбанка. И такие есть, я выставлял, даже людям помогал, продавал, брал за работу 100 рублей, все остальное покупал, и людям продавал, и многие покупали даже не один, некоторые брали даже на разводе. И вот такой точно насос с помощью электронной системы я сделал это у себя дома. В данный момент насос у меня висит вон один. Вот это такой же точно насос, краник, обратный клапан, он у меня просто подвешенный, вот USB провод, который идет у меня, идет у меня до вот такого авторазветвителя. Это обычная зарядка автомобильная, которая выдает 5 вольт. Это я сделал обычный тройник, на всякий случай, чтобы когда нету света, чтобы я мог еще одной такой зарядкой зарядить телефоны. Вот у меня так система включена. Это у меня стоит вольтметр, чтобы мне видеть, насколько у меня посаженный аккумулятор. Кстати, вся эта система у меня питается от старого, убитого,
нерабочего аккумулятора, который на машине уже не заводят. Вот аккумулятор. Дальше. С этого аккумулятора у меня идет вся эта система подключена к такой плате с такой реле. Принцип реле ее в чем? Когда у меня на это реле, у меня от нее есть провод, который включенный в розетку, в обычную 220. И когда у меня есть электричество, то эта релюшка замыкает контакт, и у меня питание всей этой моей системы 5-вольтовой не работает. Как только у меня пропадает электричество, то есть пропадает питание, у меня это реле переключает, и у меня включается аварийное обогащение полностью всего. Сейчас я могу это показать. Сними, Вася, вот для просто Сравнения, чтобы да? видели, Вот какое. какие пузырьки идут сейчас. Вот, я сейчас выключу вообще его. Вот, все. Я выключил насос полностью. Сейчас я его включу обратно. Вот я включил. А вот я выключаю и переключаю на эту систему. Все, у меня система работает от моего компрессора 5-вольтового. На минуточку количество пузырей. Сколько он тянет аквариумов? Раз, два, три, 4, 5. Вот такой маленький. 370 литров, 250 литров, 120, 130 литров, 110 литров, 100 литров. Как вам, ребят, от такого малыша? И здесь же у меня показывается, какой заряд аккумулятора сейчас. Чтобы я знал, что его надо подзаряжать. Вот, у меня сейчас все здесь горит. Сейчас у меня работает все от аккумулятора. Чтобы вы не думали, что я вам вру. Вот, любую клемму сейчас, не как ты снимешь, чтобы здесь. Да, все, вот я видно? снимаю, да. Вот, я снимаю клемму, Да. у меня все остановилось. Вот я включил клемму, все, вся система у меня заработала. Как Сейчас у меня работает все автономно. То есть без электричества работает от аккумулятора. То есть, ребят, поняли? Выключился свет, нету Виталика дома, все в автоматическом режиме включилось, и воздух подается рыбкам. Насколько хватает вот такого аккумулятора? Объясняю. Пауэрбанка 10-тысячного пауэрбанка я замерял. Обычный пауэрбанк. Мгм. Вот. Вот, обычный мой пауэрбанк. Вот. Вот для людей здесь, по-моему, 10 тысяч и 12 тысяч. И есть такой же на 10 тысяч. Вот такие обычные. Вот самый дешевый вот этот пауэрбанк, который у меня, его хватает, если вот так вот я его включу полностью от пауэрбанка, мне хватает его около 5 часов. Вообще прекрасно. Беспрерывной работы. Ну, ты же понимаешь, да, сейчас посыпятся вопросы. Можно ли заказать, можно ли приобрести. Скажу так, заказывал я эти компрессора чисто человеку одному, привозили это с Германии. Это снято с какого-то оборудования, зубопротезных кресел каких-то, там с какой-то зубопротезкой снимали и привозили. В данный момент я просто не заморачивался. Когда был большой бум, я заказывал ему. И, ну, как бы, делал эти компрессора, простейший делал. Покупал обычно шнур USB, можно такой, можно прямой шнур USB, не принципиально. Делал так все. Он сам по себе шумный, но я сделал чуть-чуть небольшой секретик. Взял со старого фильтра пыптик, который садится на внутренний фильтр для воздуха. Поставил сюда, и теперь он работает бесшумно. Вот он, видишь? Черненький. Да-да-да. Вот, черненький. Ну, это через уголок, а там Да, у меня стоит да. без уголка. И его просто не слышно. А так он работает чуть пошумнее. Сейчас пошли вандалить кресла стоматологические. Да, слышно, слышно. Вот он как работает. Такой точно у меня есть с этим. Теперь у меня, если у меня появляется электричество, вот розетка, вот, я втыкаю ее в розетку, подается 220, у меня автоматически все выключается. Сейчас у меня работает стабильно от обычного компрессора, тот, который у меня включился. Эту трубку, эти все трубки я соединил полностью с общей системой. Здесь я поставил обратный клапан, чтобы у меня тот компрессор не давил в этот насос.
И также точно на том компрессоре я поставил тоже обратный клапан, чтобы обратно этот насос не давил туда. Все взаимозаменяемо через два тройника. Аккумулятор этот с начала войны, вот как началась война, когда были первые обстрелы, первое выключение света, ни разу не залил. Сейчас у меня на нем показывает 12,3 вольт. Да. Но при этом этот аккумулятор убитый. Машину он уже не заводит. Сейчас это актуально, потому что, ребята, у меня уже вторые сутки нету электричества в городе. Я не знаю, сейчас приеду, будет или нет, но такая система, конечно, реально Ну, я выручит, когда задаю много вопрос. аквариума. Если нету у тебя аккумулятора автомобильного, что делать? Можно эту же систему запускать от любого аккумулятора. От мопеда, от скутера, от чего От угодно. детских игрушек, вот это От детских машинки. игрушек машины. Только при том, что этот насос потребляет 5 вольт. Нельзя подключать его напрямую. И при этом для того, чтобы сделать ее автоматически, вам надо вот такую купить промежуточную реле. Вот само реле. Ну а это под нее кремник для того, чтобы было удобно прикручивать провода. Само реле у меня стоит вот она внизу. Вот, сама реле. Вот в данный момент сейчас на ней горит лампочка, потому что сейчас она работает от 220. Когда 220 не будет, лампочка тухнет, реле переключается и работает у меня от этого. Почему, спросите, в такой дебильной коробке? Во-первых, ее не видно. Во-вторых, это сделано для того, что у меня здесь стоит внутренний фильтр. Вдруг по какой-то причине он потечет, чтобы у меня ничего не закоротило. У меня реле стоит вот так. То есть даже если вода будет течь, он не будет в воде. Подстраховка не помешает. Да. Потом, такую же точно систему можно сделать не на таком аккумуляторе. Вот эти два аквариума у меня, они работают. Здесь у меня в данный момент сейчас гонит аэрацию фильтр внутренний. Здесь у меня аэрацию тоже гонит внутренний фильтр. Но при выключении света фильтра, как вы известно, не работают. Поэтому у меня здесь стоит примерно подобная система. Вот она. Но здесь я еще добавил, у меня стоит, не знаю, как эта деталь называется, это у меня сосед понимает в этом, и радиатор. Почему? Потому как у меня аккумулятор 18 вольт. Для того, чтобы эти 18 вольт здесь приходило 12 вольт, было поставлено эта деталь. Не знаю, честно, как она называется. Потом у меня отсюда также точно идет на зарядку для автомобиля из разъема и от USB. И при пропадании электричества у меня также работает здесь. Вот выключили свет, и оно работает. Увидели, да, он пузыречек пошли. Вот у нас. А здесь сзади он пузыречки, он сзади в аквариуме. Он сзади. Да, видно. Все это Фильтра сейчас при этом я остановил. от обычного аккумулятора для Да, вот шуруповерта. Вот сам насосик. Вот здесь лучше видно вот эту штучку от фильтров на выход САЯ также, чтобы регулировать. Нет, это не регулируешь, чтобы не так шумно было. Нет, на фильтрах внутренних. А, на фильтре, ставишь. да, внутренних. Я поставил здесь и эту штучку, и поролончика чуть-чуть. И все. И его не слышно. Оп, и все. Так что пользуйтесь. Сейчас включу электричество. Ну, давайте сейчас он включает и смотрим. В розетку втыкнул. Все, реле сработало, и все пропало. Да, воздух прекратился. Все. А теперь я включаю фильтр. Вот такая система. Так что вы можете поделиться своей системой, либо написать, что думаете про эти системы. Мы с удовольствием почитаем. Много денег это не требуется. По крайней мере, у кого не один аквариум, я так думаю, что эта система, у кого один аквариум, эта система особо не нужна. Ну, за исключением, если, конечно, у людей дорогие рыбки, я согласен с этим. Ну, а так вообще, ну, я не заморачиваюсь. Вот зарядил аккумулятор, вот этого аккумулятора 18-вольтового шуруповерта, ну, мне хватает где-то на 5-6 часов в общем. Вот 1,5 амперный аккумулятор, ну, 18 вольт, но у меня 18 преобразовывается в 12 вольт. 12, да. У кого 12-вольтовый, вообще та приблуда не нужна. Напрямую подключать и все. На каждом аккумуляторе подключение разное, поэтому смотрите сами.
чтобы вы там лишнего ничего не сделали, ничего не спалили. Все, больше ничего. Вам нужна зарядка автомобильная, аккумулятор, реле, компрессор, трубки, распылители, и кусочки проводов, и чуть-чуть рук, и мозгов. Все. И вперед.